А вы знаете, как правильно презентовать свой товар, чтобы он пользовался спросом у покупателя? Я Лариса Жаркевич, рукодельный мастер и эксперт по продвижению рукоделия. Сегодня я дам вам рабочую схему, которая применима ко всем видам продаж, независимо от того, как вы продаете, вживую ли, онлайн ли, через соцсети. Поэтому берите, используйте и получайте результат. При непосредственном контакте, когда вы продаете вживую, например, на ярмарке, у клиента есть возможность потрогать товар, померить, сравнить с другими вещами. И у вас есть возможность рассказать историю создания этого товара. Вы можете напрямую воздействовать на клиента, и он делает правильный вывод и покупает этот товар. Но в онлайн-продажах такой возможности нет. Там играет роль фото и видео того продукта, который вы представляете. Тогда визуальное преподнесение товара должно быть интересным, интригующим, вкусным. Посетителю вашего магазина достаточно 2-3 секунд, чтобы он сделал вывод, пойдет ли он читать ваше описание. У него срабатывают эмоции на уровне субъективного восприятия, нравится или не нравится. И о том, как сделать фотографии вашего товара интересными, чтобы они не только привлекли внимание клиентов, но и продавали ваш товар, об этом мы рассказываем на курсе по продажам для рукодельных мастеров. Вы можете записаться на курс или приобрести отдельный мастер-класс по продающим фотографиям. Для этого я оставлю ссылочки в описании под этим видео, чтобы вы могли связаться со мной и получить всю необходимую информацию. Да, вы понимаете, что первое касание, то есть фото товара, вызывает правильную эмоцию, и клиент переходит к тому, что начинает читать описание. И теперь в игру вступают другие правила. Итак, у нас есть товар. Мы сделали шикарные фото и видео. И теперь нам надо рассказать об этом продукте так, чтобы его захотели купить. Легко сказать. Что я должна рассказать? Историю, что ли, об этом товаре? Да-да, именно историю, но не простую, а основанную на потребностях, которые может удовлетворить эта ваша уникальная вещь. Потребности – это то, без чего человек не может обойтись, либо вообще в принципе, либо в данном конкретном случае. Например, нам всегда нужна мебель, одежда, посуда, и в каких-то моменты нам нужны учебные пособия, украшения, аксессуары, подарки. И вот здесь я вас немножко огорчу. К сожалению, мы уже опоздали с выявлением потребностей. Это надо было делать еще до начала создания товара. Если вы хотите быть успешным продавцом, продавайте не то, что вы сделали, а делайте то, что у вас обязательно купят. Но что теперь поделать? Не выбрасывать же тот замечательный продукт, на который вы потратили столько сил, времени и средств. Давайте уже теперь корректировать ситуацию. Надо разбираться с потребностями. Если у вас есть время и желание, то в открытом доступе в интернете очень много информации про разные теории потребностей. Это и знаменитая пирамида Маслоу, и трехфакторные теории мотивации Маклелланда, или двухфакторная модель Герцберга. Я не буду сейчас тратить время на их разбор. Хочу заострить лишь ваше внимание на том, что как бы ни делились потребности, сколько бы их ни разбирали, они все равно делятся на положительные и отрицательные. Например, получение какого-то результата – это положительные потребности, а если убегание от боли, то, естественно, отрицательные. Возьмем, к примеру, девушку, которая покупает серьги. Если она их выбирает для себя, то те, которые ей нравятся и удобные, не оттягивают уши. И глядя в зеркало, она испытывает удовольствие и радость. И совсем другая цель преследуется, если девушке надо пойти на вечеринку с подружками. Ей нужно выделиться среди них и привлечь внимание к себе молодых людей. Она боится выглядеть хуже, чем все остальные, и быть не настолько привлекательной и яркой. И ей все равно, будут ли эти серьги задевать одежду, и она будет чувствовать себя дискомфортно. Главное, чтобы быть ярче, интереснее
И приобретение сережек для разных событий закрывает разные потребности одного и того же человека. Разобрались с потребностями? Вот на это и надо обращать внимание в описании товара. И следующий этап – это определение выгоды или пользы, которую получает клиент за счет свойств вашего товара. Сами по себе свойства человеку не интересны. Но какая разница, кошелек из искусственной или из натуральной кожи? А что же сделать в таком случае? А нужно свойства товара показать под нужным соусом. То есть озвучить проблему клиента и показать, какую выгоду он будет иметь от этого свойства. Кошелек из натуральной кожи, он прослужит долго и не потеряет своего внешнего вида. А с искусственной, да может через неделю он уже порвется. Вот и все. Но даже тогда, когда вы показали все выгоды от приобретения этого товара, у клиента могут возникнуть какие-то страхи и возражения, и он может еще раздумывать, искать всякие отговорки, чтобы только не купить этот товар. Поэтому нам нужно закрыть все возражения и ответить на все вопросы, которые возникают в голове у клиента. И стандартные возражения в онлайн-продажах – это такие, как «дорого», может быть, товар не такой, как он представлен, а вдруг он не дойдет, а вдруг он сломается по дороге, я же не могу его пощупать, вдруг он мне не подойдет по размеру. Вопрос, как же такие возражения закрывать? Ведь у вас же нет прямого контакта с клиентом, у вас интернет-магазин. И в этом случае есть выход. Вам нужно предвосхитить все сомнения и закрыть их прямо в тексте. И возражения сразу снимутся, как только вы покажете, что ценность вашего товара намного выше его цены. Таким образом, мы изучили схему продающего текста. Отталкиваемся от потребностей клиента, описываем свойства, трансформируем их в выгоды и закрываем возражения. И после такой кропотливой работы продажа у вас точно случится. А я желаю, чтобы этих продаж у вас было как можно больше. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.